Ты совсем с ума сошла!» Павел с яростью метнул тяжелую сумку в сторону, грозно глядя на Лену, которая протягивала сосиску маленькому рыжему песику у магазина. «Это что? Теперь мои сосиски бездомным псам? Ты в порядке вообще?» А ведь началось все совсем иначе. В один из весенних дней, когда воздух впервые за долгое время стал пахнуть солнцем и надеждой, Лена поймала себя на неожиданной мысли. Хочется любви. Не просто романа, а настоящей, теплой, настоящей любви. Она смотрела в зеркало и улыбалась. Вроде бы вчера еще была девчонкой с маргаритками в волосах, а сейчас, допустим, хризантема. Красивая, конечно, но осенняя. Не хочу быть символом увядания. Надо успеть, пока не настала зима. И действительно, 35 – отличный возраст. Ум, характер, вкус – все при ней. Да вот только с личной жизнью как-то не складывалось. Коллектив женский, знакомство на улице – не ее история. Интернет слишком ненадежно. Но звезды решили иначе. В бухгалтерии, где трудилась Лена, появился новый сотрудник – Павел Петрович. Возраст примерно ее, чуть полноват, носил аккуратные очки и, что немаловажно, был холост. Сразу стало ясно – конкуренток хоть отбавляй. Особенно выделялась младший бухгалтер Людочка. Девица эффектная, с маникюром, ногами до плеч и бесконечным арсеналом кокетства. Лена скромно наблюдала со стороны, думая: ну все, на таких мужчины и западают. Но Павел оказался не из тех. Людочка как ни старалась. Ни один ее взгляд, ни одна заигрывающая фраза не достигали цели. Он отвечал ей исключительно по делу и без малейших намеков. А однажды, когда Лена принесла на работу домашний пирог, он оживился. «Леночка, это просто волшебство! Мама пекла точно такой же. Как будто в детство вернулся». Лене было странно слышать комплимент, в котором ее ставили рядом с мамой. Но потом подумала: не беда, главное, что заметил. А уж накормить она умеет, и не раз. Так и начались их отношения. С борща и шарлотки. Все развивалось плавно, но с теплотой. Прогулки, беседы, цветы. «Я думала, мне не повезет», — однажды сказала Лена. «Людмила вон как возле тебя вертелась, думала, пропаду». «Людмила? Да брось», — фыркнул Павел. «Такие, как она, на каждом шагу. Красивые, но пустые. А ты — добрая, настоящая, хозяйственная. Мне с тобой тепло. А что еще нужно?» Слова грели. 6 месяцев рядом, и Лена уже задумывалась о свадьбе. Все шло к этому, пока однажды осенью не случился вечер, который все перевернул. Ветер гонял по улицам листву. Дождь то лил, то сменялся снегом. Павел и Лена шли домой, когда под фонарем Лена заметила крошечного мокрого котенка. «Паш, подожди!» – остановилась она. «Посмотри, какой бедный малыш!» «Лена, ну не начинай! Я промок и есть хочу!» Недовольно буркнул Павел. Но она уже нагнулась и взяла котенка на руки. Он прижался к ней, дрожал. «Возьмем его», — решила Лена. «Смотри, он совсем крошечный». «Да ты издеваешься? У тебя почти муж мокрый и голодный, а ты кота спасать собралась. Ну, потерпи минуту». Он замерз хуже нас. Павел молчал на обратном пути. Дома же начал требовать. «Покормила? Отпускай. Он нам не нужен. Но он же совсем крошка. Там зима, ветер». «Лена, не будь дурой. Я животных не перевариваю. Они бесполезны. Ни молока, ни мяса. Просто баловство». И тогда Лена впервые услышала Павла по-настоящему. Невежливого мужчину с букетами, а эгоиста, которому нужен уют без участия, комфорт без чувств.
Она посмотрела на него и спокойно сказала: «Мы сейчас у меня дома, а я животных люблю. И людей, которым чужда доброта, нет. Ты выбираешь кота вместо меня?» — спросил он с насмешкой. «Ну-ну. Посмотрим, сколько ты с ним протянешь. Сначала 1 кот, потом 10. Как старые девы живут. Иди, Павел». И он ушел. Надеялся, что она одумается. Но Лена не одумалась. Новый год она встречала с Рыжиком. Он уже не был мокрым комочком. Вырос, стал пушистым и ласковым. Когда Лене было тоскливо, он прыгал на колени, терся, мурлыкал. С ним было спокойно. А весной в ее жизни появился Игорь, сосед из квартиры напротив. Мужик с хмурым лицом, мозолистыми руками и легкой сутулостью. «Привет, соседка. Помочь чего? Я по мелочи спец». В первые 10 раз Лена отказала, а на 11-й подумала и согласилась. Как раз в тот момент у нее вышла из строя стиральная машинка. «А ты вообще с техникой на «ты»?» С интересом спросила она у соседа. «Я с ней не просто на «ты». Я ей почти как божество», — с усмешкой отозвался Игорь. «Что у тебя сломалось?» «Машинка барахлит. В розетке тишина». «Будет тебе песня, а не тишина», — пообещал он и, закатав рукава, направился в ванную. Целый час из-за двери доносилось бурчание, бормотание, возня и смачные технические словечки. А потом Игорь вышел и торжественно заявил: «Ну что, хозяйка, принимай пациента. Работает как новенький». Лена с благодарностью пригласила его на обед. Так и началось то, что позже она называла неожиданной историей. «Готовишь ты, конечно, классно, Елена Батьковна», — сказал Игорь, смакуя котлету. «Но, между прочим, не только ты одна умеешь быть полезной. Я и борщ сварю, и унитаз поменяю, и стены покрашу. Только вот моей бывшей было все не то. Значит, ему я интересна не как домработница», — с облегчением думала Лена. «И Рыжика он не гоняет?» «Кошак нормальный. Серьезный парень. Уважаю». По-своему добродушно отзывался Игорь о коте. Отношения их развивались плавно, без спешки. Лена решила больше не нестись в омут с головой, как прежде, а наблюдать. Да, они с Игорем противоположности. Но может в этом и есть гармония? Хотя не все так просто. Как-то Лена ждала Игоря у входа в магазин. Тот ушел выбирать себе какие-то мужские штучки. И тут к ней, будто из ниоткуда, подкрался маленький, рыжий, лохматый песик. Трусливо наблюдал, не решаясь подойти. Лена, улыбнувшись, достала из пакета сосиску. Присела. «Ну иди сюда, скромняга. Не бойся, угощу». Пес сделал пару неуверенных шагов, тянул нос, хвост поджал, но от сосиски отказаться было трудно. И тут, как гром среди ясного неба, появился Игорь. «Ах ты, блохастое создание!» — взревел он, занеся тяжелую сумку над псом. «Лена, ты в своем уме? Ты что, моими сосисками дворняк кормишь?» «Ты что несешь?» — опешила она, поднимаясь. «Это просто бедный пес. Один, голодный». «А тебя не учили, что такие кусаются? С ума сошла совсем? Потом бегай, делай уколы. И продукты жалко, между прочим. Давно бы уже всех этих бродячих с улиц убрали». Пес списком юркнул под скамейку. Лена стояла, прижав сосиску к груди. «Ты же Рыжика любишь», — сказала она. «Почему этот тебе не угодил?» «Кот твой, а ты моя. Свое я уважаю. А эта шавка ничья. Их топить надо, а не подкармливать». Лена почувствовала, как внутри нее все вскипает, и, не раздумывая, шагнула вперед, воткнула сосиску Игорю прямо в рот. «Лови свою еду. И знаешь что? Я больше не твоя женщина. Не хочу быть рядом с человеком, у которого в сердце только агрессия.
и, не оборачиваясь, направилась к скамейке. Пес не убежал. Когда она осторожно наклонилась, он позволил взять себя на руки. «Пошли домой. Там есть кот. Такой же рыжий. Подружитесь». Пес прижался к ней и замер. Позади Игорь кричал что-то, размахивал руками, но Лена не слушала. Она шла домой, к своему. Теперь они были втроем. Лена, Рыжик и Бублик, так она назвала нового жильца. За хвост колечко и цвет. Игорь пытался вернуться. Говорил, что погорячился, что сосиска не повод для расставания. Потом перешел к угрозам. Мол, одна ты останешься, с котом да псом. Потом вообще исчез. «Не везет мне», — вздыхала Лена, глядя на пушистую компанию. «Хотя с Павлом ведь тоже чуть замуж не вышла. А он эгоист до мозга костей». Рыжик открыл мне глаза. А Игорь? Он и вовсе оказался жестоким человеком. И опять, благодаря вам, ребята, я поняла правду. Может, мне и не стоит жаловаться. Быть одной не значит быть одинокой. «Жалко хозяйку», — тихо сказал Бублик, глядя на Рыжика. «Не жалей, ее еще ждет встреча с ее человеком», — уверенно отозвался кот. «А откуда ты знаешь?» «Потому что я кот. Мы многое чувствуем. Это вам, собакам, все сразу подавать надо. А мы терпеливые». «Ну, раз кот сказал, а ты можешь предсказать, даст ли она мне сегодня печеньку?» «Мелочи не предсказываю», — фыркнул Рыжик. «А вот с важными вопросами у меня точность 100%. И действительно. Весной в жизнь Лены пришел мужчина. Не герой с обложки, не диптеил, а человек с добрыми глазами, легкой улыбкой и ласковыми руками, которые гладили Рыжика и чесали Бублику за ухом. Что будет дальше? Пока неизвестно, но начало было хорошее. А значит, все только начинается.